Почему люди не переходят на велосипед? Друзья, всем привет! На связи Паша Климик. И пока я, стоя в очереди за бензом, смотрю на угоняющих, уходящих вдаль самокатчиков, электросамокатчиков, моноколесников пока что не видно, я решил записать это видео. Все равно стою, все равно жду. Видео на тему, почему велоинфраструктура у нас хоть потихоньку и движется в светлое будущее, но по факту люди неохотно переходят на велосипед. И к записи этого видео меня подтолкнул коммент под одним из прошлых видеороликов Олега, за что ему большая благодарность, ему и всем тем, кто оставляет коммент, пальцы вверх ставит, подписывается на канал и дает какой-то фидбэк, потому что я позиционирую этот канал не как радио, которое вещает в одну сторону с моих уст, а как некий диалог. И Олег сказал о том, что проблема велосипедов — это в первую очередь пот, усталость, парковка и грязь, которая несопоставима с чистой одеждой, если вы, допустим, ездите в офис. И в некоторой степени я с этим согласен, но в некоторой не согласен. Давайте обсудим этот момент. Буду рад услышать мнение от тех ребят, которые ездили на велосипеде, возможно, пересели на моноколесо, но так или иначе понимают, о чем мы с вами говорим. И пойдем, я думаю, от обратного. Возьмем Голландию, возьмем Австрию, возьмем Бельгию, возьмем даже Польшу, где, в принципе, велоинфраструктура, она развита настолько, что люди и зимой, и летом, и осенью, и весной абсолютно не обременены какими-то поездками на работу во фраках, в рубашках, в спортивных костюмах. Им ни погода, ни дожди, ни снег, ни сугробы это не препятствуют этому. На мой взгляд, находясь в Киеве, за последние года два, я уже об этом говорил во многих роликах и повторюсь, что, на мой взгляд, велоинфраструктура, она развивается. За последние год-два она довольно внушительно перешла на новую ступень своего развития. Не знаю, что на это повлияло, карантин или не карантин. Как я вижу, что оно развивается? Появляются новые велодорожки. В одном из прошлых я уже снимал видео на эту тему, когда я тестировал велодорожки Киева. И оставлю в закрепе этот видеоролик, ссылочку, и в всплывающей подсказке будет желание, посмотрите. Визуально я вижу, что инфраструктура есть, она развивается потихоньку. Да, это плевки в огород, назовем так, да, то есть где-то там километр, где-то там 2 километра, где-то там 5 километров. Оно не объединено, безусловно, как в той же Голландии, но в целом хоть какие-то предпосылки к этому есть. В целом, несмотря на все, что происходит в стране, несмотря на то, как там дорожает бензин, дорожают автомобили, увеличивается количество автомобилей, все равно люди задумываются о том, чтобы перейти на экологичный вид транспорта. Но если посмотреть на эту проблему с другой стороны, то есть основная проблема — это пот, да, это усталость крутить педали, и это грязь, ну и парковка, да. Но посудите сами, если взять за аксиому, что за последние, допустим, 2 года количество велосипедистов, количество самокатчиков существенно увеличилось, то повлияло ли на это то, что в офисах появились души и люди стали больше мыться? Не знаю. Повлияло ли на это, что многие офисные центры соорудили себе парковки для велосипедов? Не знаю. Повлияло ли на это то, что стало чище на дорогах, да, или пропал кислотный дождь? Тоже не уверен. И поэтому многие вот эти вот аргументы о том, что количество велосипедистов не увеличивается именно из-за проблемы усталости или из-за проблемы
Да, для нашей страны, я напомню, нахожусь в Киеве, в Украине, для нашей страны формат, скажем так, уважения велосипедиста, как в той же Австрии, как в той же Германии, когда, столкнувшись на дороге, там, на велодороге, велосипедист всегда прав, но предпосылки к этому есть. И количество велосипедистов, на мой взгляд, оно увеличивается, но оно увеличивается семимильными шагами именно по причине, я считаю, это мои мысли, поспорьте с ними, буду рад только этому. И оно увеличивается не потому, что человек устает крутить педали, не потому, что ему некомфортно, да, там что-то делать, держась руками за велосипед, в отличие от моноколеса, а лишь потому, что нету велодорожек. И я бы, допустим, даже рад был встать на велодорожку и ехать на велосипеде, но их нету. То есть, выезжая на проезжую часть, я понимаю, что это риск в первую очередь для моей жизни, во вторую очередь для тех автомобилистов, потому что я сам автомобилист и понимаю, что велосипедист, это не трактор, и это не комбайн, который заметен на дороге. Он не заметен, часто велосипедисты игнорируют правила, да, то есть они катят, они не притормаживают, даже если их полоса занята, да, каким-то троллейбусом они перестраиваются, даже не обращая внимания, движется кто-то по второй полосе или нет. И я не хочу осуждать велосипедистов, как каждому свое, как каждый делает так, как считает нужным, но иметь в кармане водительские права, я думаю, что каждому велосипедисту как минимум нужно. Вот. Категория А1, категория А для скутеров 50-90 кубов, она уже введена. Для велосипедистов, возможно, в недалеком будущем, когда люди дойдут, что количество аварий превышает всякие разумные пределы, может быть, будет тоже введена. И я считаю, что это будет правильно. Поспорьте, если считаете, что это не так. Друзья, вот такое коротенькое видео на предмет, почему не увеличивается количество велосипедистов. Еще раз повторюсь, как эпилог, я считаю, что это не из-за усталости, не из-за грязи, не из-за количества парковок, а конкретно из-за количества велодорожек, из-за количества длинных, переходящих из одной в другую велодорожек. Только и всего. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Это пинок мне под зад для съемки новых видеороликов. С вами был Паша Кломик. До новых встреч в новых видосах. Всем пока.